Мы приехали в замечательное историческое место, дом и сады Филоли. Владелец компании по транспортировке грузов, золотодобыче и газоэлектрификации Вильям Борн в 1915 году купил участок в 1800 акров. А в 1917-м известный калифорнийский архитектор Полк построил дом. Дизайн и внешний вид дома напоминают английский загородный дом. Архитектор намеренно смешал разные стили строительства, чтобы дом получился величественным и одновременно уютным. Площадь усадьбы 3400 квадратных метров. В доме 56 комнат, 17 каминов, 14 комнат для прислуги, 10 спален и 15 туалетов. Поместью мистер Борн дал красивое название Филоли. Расшифровку названия усадьбы он хранил в тайне, но его компаньон разгадал загадку. Название Филоли образовалось благодаря соединению первых двух букв ключевых слов девиза Борна. «Сражайся за правое дело, люби ближнего и живи достойно». А сейчас мы прошли в бальную комнату. Месяц назад в Калифорнию приезжал китайский лидер Си Цзиньпин. И он встречался с нашим президентом Джо Байденом. И в этой комнате происходила встреча двух делегаций, китайской и американской. На этих фотографиях запечатлена встреча двух лидеров, после которой они поехали на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это где-то 30 километров от Филоли. Каждая комната имеет камин, старый проигрыватель, телефон и телевизор. Он еще «Зенит», он работает. Okay. So she donated Вот это гостиная, и как любая гостиная в Америке, она имеет свой бар. Правда, вот дверь должна закрываться. В библиотеке много книг по ботанике и садоводству. Ими могут пользоваться члены общества Филоли. Им также разрешено заниматься на втором этаже дома. К сожалению, для посетителей туда вход недоступен. Супруги Борн прожили в доме около 20 лет, и потом один за другим умерли. И поместье приобрел владелец судоходной компании Сан-Франциско мистер Рос для своей семьи. Новая хозяйка сделала все, чтобы про ее сад узнали по всей Америке.
Сейчас мы заходим на довольно-таки современную кухню. Да-да, это посудомоечная машина. И очень красивый вид из окна. Шкаф для подогрева еды. Коммуникационная панель, чтобы хозяйка и ее персонал могли общаться. А вот сейчас будет самая классная комната. Это комната-сейф, где хранится серебряная посуда. Это тоже классная штука. Это подъемник, на который ставились подносы с завтраком, и они поднимались на второй этаж, где находятся спальни. Это вторая кухня, где на самом деле уже готовили. Если там только сервировали мою посуду, здесь уже готовили на этой кухне. А вот эти вот печки, они их привезли, вернее, их перевезли с корабля. Вторая семья, которая владела этим домом, у них были свои корабли. И вот это печки, они имеют вот такие ручки, потому что когда повар готовит, чтобы он мог одной рукой держаться, а другой готовить. Вот она такая мощная, очень тяжелая. В общем, не все дома в то время имели такие печки, это только они, потому что, видно, с какого-то корабля личного решили перевезти сюда. Места достаточно, а это уже современная плита. В доме работало около 40 человек. И эта таблица показывает, откуда люди приехали, их раса, какую должность они занимали. Почерк далеко не каллиграфический, но мы разобрали, что у них была одна медсестра, один учитель, несколько фермеров, повара, ну и так далее. А это комната для прислуги. Мы сейчас находимся с другой стороны дома. Там видна терраса, на которой проводятся праздники. Это гранатовое дерево. Поместье окружено со всех сторон холмами. В этих местах водятся многочисленные птицы, дикие животные, такие как пумы, рыси, еноты, кролики, дикие индейки. Подъезжая сюда, мы увидели стадо
мирно пасущихся оленей прямо вдоль дороги. К сожалению, не успела их сфотографировать. В 1975 году мисс Росс решила переехать в дом поменьше. У нее были предложения о покупке поместья. Но покупатели не согласились с ее условиями, чтобы сады были открыты для посетителей, и они не гарантировали, что вообще сохранят сады. Поэтому она передумала, и поместье было передано в дар Национальному фонду охраны памятников. Но тоже с условиями, что она будет навещать периодически поместье, праздновать в нем семейные торжества. Кстати, она отметила свое 90-летие здесь. И раз в неделю она просила менять и расставлять свежие цветы по всему дому. В 1943 году хозяин этого поместья перенес инсульт, и для его реабилитации был построен этот бассейн. Ну и вся семья здесь, конечно, любила отдыхать летом. Бассейну 80 лет. Цветочный павильон. Сюда первая хозяйка поместья приглашала дам из светского калифорнийского общества на чайные церемонии. Вторая хозяйка продолжила эту традицию. С цветочным раем нам не повезло. Все-таки сейчас январь месяц, поэтому сады я не снимала. Но чтобы насладиться прекрасными видами и благоуханиями замечательных садов, я всем советую сюда приехать весной или летом.